Всем привет! Вы на канале «Замуж в Индию». И сейчас вы увидите исторический момент. Мой муж индиец впервые в жизни будет пробовать квашеную капусту. Капусточка у меня удалась на славу. Кстати, кто не смотрел предыдущие серии, я ее квасила первый раз в жизни. Вот я еще картошечку пожарила. Считаю, что очень важно на сочетание. Не просто так попробовать, а именно вот в сочетании с картошкой. Но еще было бы, конечно, круто, если бы было сало. Вот я люблю именно еще бы сало и огурцы соленые. Ну ладно, для парама этого достаточно. А это у нас, значит, тушеный барашек. Парам, кам. Давай, парам. This I know, I eat always. Ну, конечно, жареную картошку парам, говорит, я знаю. И вот первый раз запах. Кстати, по поводу запаха я вам чуть позже расскажу прикол. This is I like. Wait, I first. Именно в процессе приготовления капусты запах, когда я газы выпускала из капусты парам, очень интересно отреагировала. Ну что, посмотрите, кривится. This is good. Что? This is what this like. Ну что, you don't know this cabbage and carrot, морковка и капуста, nothing else, and соль, ничего больше. Ну, so what do you feel? Sour, very. Сор, говорит, очень кисло. Ну, so what? Pickles also сор, у них есть, у индийцев, pickles. Говорит, что pickles не только кислые, но плюс еще там много различных специй, поэтому им нравится. This is for maybe after vodka, little. Говорит, это, наверное, очень хорошо будет в качестве закуски под водочку. Не знаю, кто-то закусывал водку капустой квашеной. Но смотрите, ест, кривится, но ест. No, this is not like this. You must eat potato. Да, вот. Когда, of course, this is you eat little. Я говорю, ну не только ж, да, правильно, но хотя я могу эту квашеную капусту и просто есть. Но лучше, конечно, да, вот. Говорит, о, так уже нормально пошло. А если еще миска? Если еще миска? Говорит, почему ты сразу не сказал? Ну, not mix. Конечно, не надо перемешивать. Окей. You like it, да? After we will give Ниха. Я хочу еще Ниху угостить квашеной капустой. Yeah, maybe it is not it. Говорит, наверное, она не... Ну, посмотрим, let's see. Давай. Слушайте, я открываю дверь, смотрю, какая красивая кошечка. Парам, подержи камеру. Кисенька, кися. Мне кажется, что ты домашняя кошечка. Как белочка какая красивая. Сейчас мы ей дадим рыбки. Будешь кушать? Кис-кис-кис. Будешь рыбку? Рыбкой тебя кормят? Кто-то еще там. Ой, Парам, зачем я этого пустила? Это ж, этот кот опасен. Он однажды у нас... Ну, он, слава богу, схватил кусок и выбежал. Просто я его однажды пустила, так он вообще чуть ли не на потолок залез. Так, а где та пушистенькая? Вот ты где. Мне теперь надо будет пол вымывать с порошком. Мне зрители писали, что Наташа, не давай котам рыбу. Это вредно для их здоровья, но вы только посмотрите, с каким удовольствием они едят. От корма они часто отказываются. Знаете, корм они едят, когда уже совсем голодные. А вот рыбу, вы только посмотрите, с каким аппетитом они ее уминают. Вы видите, я Артура нарядила его, он сейчас пойдет на скачки. Кто не понял, Артур занимается верховой ездой, он уже давно, в принципе, этим занимается, но у него был длительный перерыв во время сезона дождей, так как это небезопасно, и вот сейчас возобновил. Артур обожает этот спорт, Парам тоже рад, гордится за своего сына, за своего ребенка. А для меня это дополнительная нервотрепка. Я очень всегда переживаю, нервничаю. И я бы больше была бы рада, если бы он еще, может быть, там какой-то инструмент изучал, кроме гитары, фортепиано. Ну, я, с другой стороны, конечно, понимаю, что для мальчика это важно. Артур сейчас рассказывает папе, у него скоро экзамены будут, буквально через недели-две, а сейчас тесты. Сейчас по всем предметам каждый день тесты, проверки, контрольные.
В общем, загружен по полной. Через час Артуру на дополнительные занятия, а я пока приготовлю сырнички. И когда Артур будет на дополнительных занятиях, мы пойдем к Нихе в гости. Я ее угощу сырниками и капустой квашеной. Итак, я переоделась. Как вам мой лук? Сейчас еще Парама попрошу, чтобы он меня издалека показал. Еще раз здравствуйте, все баревцес. Это я с вами на армянском поздоровалась. Come on, let's go. Сейчас мы Артура отведем на дополнительные занятия, а сами пойдем к Нихе. Артур, как ты поскакал? Быстро. Быстро. Ну хорошо. Хотя я просила не быстро. Вот, по-армянски я вам с вами поздоровалась, так как сейчас вышло как раз видео, но получается, что у вас оно уже давно вышло. А я вот сейчас читаю комментарии под ним. И многие, ну не многие, а кто-то такую вот новость сообщил, что оказывается у меня отец армянин. Вот, напишите, пожалуйста, армяне, которые меня смотрят, так ли это, как вы считаете. У меня вот в детстве, в школьные года, была подружка армянка. И я с ней проводила время, с ее родственниками, с ее друзьями. И вот все армяне как один. Боже, здесь очень шумно. Сейчас мы отойдем отсюда, и я продолжу. У меня была одноклассница армянка, мы с ней дружили много лет, я к ней приходила часто в гости, знакома была с ее родственниками, друзьями. И они сразу же определяли по моей внешности, армянка я или нет. Определяли на 100%. Я уверена, что среди моих зрителей тоже есть армяне. Напишите, пожалуйста, кто я, армянка, ваша или нет. Одноклассница. How do you feel? Now you okay? Упал. Упал, Рудра. После занятий бежал и упал. И, кстати, Артур оказал ему как, ну, не то что первую помощь, а помог встать и добраться до рикши. Так, Парам, so what do you think? She will like, Niha? She don't like. Huh? Bobby कैसे है? ना. ये घोड़े का तैयारी Oh, बराबर. नया सिलाया नया. Говорит, не понравится Нихе капуста. Он уверен на 100%, что ей не понравится. Артур говорит, честно говоря, я тоже не оценил. Ну, She don't like. I'm. хочется сказать дураки. Но действительно, Артур, это очень полезно. You know how this very best for health. Like yogurt. Better than yogurt. Говорю, это лучше даже, чем йогурт. Ну, я не знаю, да, вот с чем сравнить. YouTube name. Сколько там полезных витаминов, полезных бактерий. Они меня даже не слушают. Но я надеюсь, что я смогу убедить Ниху. Я уже, знаете, Артуру говорит, давай ты каждый день по чуть-чуть ешь, и потом поймешь, потом привыкнешь и полюбишь. Говорит, ничего в этом особенного не хочу я. Говорит, пикл, вот я сравнила, с пикл маринованные, но в основном фрукты, в основном у индийцев такая вот есть консервация. В основном манго они маринуют, добавляют туда лимоны. Это жутко кислое, мерзкое. Я не могу это, ну, чуть-чуть совсем вот так вот можно напачкнуть. То есть это у них как закуска такая. А потом говорит, то ли дело пикл, что это такая вкуснятина. Я говорю, ну а чем капусточка? Она не такая уж и кислая, сочная, как я обожаю этот сок. Я еще для них и специально еще лучок туда покрошила. И добавила кориандр. Ой, не знаю, как они не понимают этого. Я помню, у нас на биохимии, это я в медучилище, кто не знает, заканчивала, учительница рассказывала, ну, все, что я запомнила из этого курса, очень сложный предмет биохимия. Так, тихо, что нужно есть капусту квашеную и сало, потому что это там находятся вещества, которые продляют нам молодость и красоту. Анна Ивановна, ой, нет, как же... украшают А? мужчину. Ну шрамы украшают мужчину. И старый. А я же не мужчина. Артур, пока. Пока. Идем, Парам. Ну и, собственно, так как я действительно сама переживала, что, может быть, ей не понравится эта капуста, поэтому я еще приготовила сырники из панира. Я думаю, что они-то по-любому 100% понравятся. Парам, so do you like that sweet what I want to give for Niha? That sweet is okay? Да, ну это 100%. Ну, Артур обожает, я обожаю, это действительно вкусно. Ну, знаете, а то еще расстроится, что принесла какую-то гадость, еще на видео поснимала. Это я возвращаю ее
Ланчбокс. Помните, кто смотрел предыдущие серии, нас Ниха угощала не так давно на Досару. И вот, кстати, я на следующий день ей позвонила, спросила, ну тебе нужен срочно этот бокс? Ну, знаете, все-таки, ну, вы видели, там трехэтажный такой. Говорит, не нужно, когда типа, ну, то есть с тем, что вот когда будет что интересное туда положить, какой-то, ну, как, что не беспокойся. Когда отдадите, тогда отдадите. Ну и вот я как бы дождалась такого момента, что приготовила капусту и решила удивить Ниху. Надеюсь, приятно ее удивить. Хотя бы сырниками. Ну, очень интересно, как она отреагирует. Вот здесь Ниха живет. Снимаем тапочки и поднимаемся наверх. Напоминаю, что Ниха живет вместе с родителями мужа, с братом мужа и с брата, женой и ребенком. Hi, Ниха. Hi, how are you? Good. Arthur, Tisha. Артур in tuition. Малышка спит. Arthur Видите, Tushan. многие индийцы днем спят. Как раз вот это сейчас время, такое послеобеденное. You not sleep today? No. Говорит, я сегодня не спала. क्यों आपने? ऐसे ही मोबाइल देखते А так Ниха любит, очень любит поспать после сытного обеда. बेटा Парам говорит, мне стыдно такую гадость давать Нихе. И сейчас она будет плеваться. Я ж так про запах не рассказала. Значит, когда я квасила эту капусту, когда нарезала, Парама не было. Потом же он уехал. И получается, когда он вернулся, я выпускала газы, никого не было, ну, из капусты, я имею в виду, никого не было в комнате. И тут Парам заходит, ну, кроме меня никого не было. Артур был на занятиях, заходит Парам и такой, ну, что-то видно, морщится, кривится, мол, что это такое, что это за запах. А я успела убрать капусту. И Парам потом такой, говорит, ты что, кто-то сдох, что ли? Так, ну все, давай. Go that side now. Окей, Good сейчас coming. с какого ракурса мне лучше снимать, чтобы было видно. Ниха, this is like pickle. This is you must eat with food. Говорю, ну это с чем-то, like pickle. अच्छा है? बहुत अच्छा है। Парам говорит, вкусно, она говорит, ботач, это значит очень вкусно, такая тика, ну это типа, ну нормально, пойдет. Окей, now. But this is very good for health, like yogurt, very best for digestive system. Так, ну посмотрите, как Ниха маленький кусочек осторожненько оторвала этот сырничек. Ну как, сырничек? अच्छा है Это говорит, сырники понравились очень. Ну, слава богу. Окей. Do you know what is this? Ты поняла, что это такое? हाँ ये क्या होता है काकड़ी और गोभी वगैरह इसका है ना कशुम बने ना Так, а я же еще добавила туда лук. Я уже, наверное, говорила, немножечко остроты добавила. क्या बुरा है खट्टा क्या है Но это чуть-чуть, Тора, ну, не надо много, это чуть, little with food. Like pickle, говорю, это как закуску надо есть. Хотя я могу и отдельно есть. Просто. डालेगा उसमें दो-तीन ऐसे रखा था वो क्या था Ну, нормально, видите, она еще попробовала, пытается распробовать. This is good for pregnant woman. Это хорошо для беременных. Кислая. सब इंग्रेडिएंट लिख के दो Ниха читала комментарии, ну и сейчас Парам спросил, говорит, когда ты сможешь ला के रखता हूँ устроить мастер-класс по приготовлению ладу. 2 घंटा Она говорит, на следующей неделе. Я напомню, может быть, не все смотрели эту серию. Значит, Ниха не так давно участвовала в кулинарном конкурсе. Женщины Матерана готовили ладу. Так вот, в этом конкурсе, к сожалению, Ниха не заняла призовое место. Из всех как бы, наших знакомых только мама Вайбау, Артуркиного одноклассника, заняла 4-е место. А победительницей стала женщина, которая принадлежит той же касте, ну или той же общине, что и судья. Ну, сейчас все об этом говорят, ну, естественно, не в открытую, но вот Ниха нам, когда мы спросили, она сразу же об этом сообщила. Вот, ну, как бы не очень приятно, конечно, да? Так несправедливо. Проснулась?
Или еще досыпает. Это невестка. Да? Значит, друзья, у Нихи действительно получилось очень вкусно. И вот टीवी लगा के दे. на следующей неделе она проведет мастер-классы. Мы научимся готовить вместе с вами ладу. У нас сейчас остро стоит вопрос по поводу мебели. Я очень хочу поменять шкаф, поменять кровать. И вот я сейчас у Нихи интересуюсь, нет ли у нее проблемы плесенью. Ну, как раз сейчас перед Дивали все занимаются уборкой. Она говорит, нет, у меня такой проблемы нет. Тут показывает, видите, у нее абсолютно все полочки со всех сторон имеют специальное покрытие. Ну, как ламинат, я не знаю, как правильно назвать. Ну, и, в общем, плесени нет. Говорит, везде. Вот даже вот она сейчас ящик открыла, и там снизу даже тоже вот. Все, говорит, защищено. वो ऐसा किधर है पापा? Поэтому ей не придется, так как мне, все это вымывать, вычищать с кучей средств и потом высушивать на солнце. Просто протрет тряпочкой от пыли. उन लोग आए तो Говорит, она еще не занималась, она перед Дивали, перед самым Дивали, вот сейчас только начнет, устроит генеральную уборку. Вот эта вот женщина, это мама мужа. Я немножечко вот так покажу вам их зал. Это помещение, куда приходят гости, а есть также 2 спальни. Не, вот здесь вот спят родители мужа, вот так вот у многих индийцев, значит, которые живут вместе с родителями, это называется joint family. Вот здесь в зале спят пожилые люди, а молодые имеют отдельно спальни. Я немножечко посниму эту девочку. Эту хорошенькую девочку. Она еще не разбуркалась. Так она вообще активная, она знала, что мы придем в гости. Ниха предупредила, что говорит, придет моя подруга Мауси. Наташа Мауси, да? Так ты меня называешь? Мауси Наташа. Do you read comments? Many comments. Many comments. हिंदी में भी आता है ना? Yes, Hindi पर but Hindi or English? English. English? А why not Hindi? Можно же переводить. У нее получается телефон на английском. सब महंगा. И поэтому у нее переводятся все комментарии на английский. А можно же и на хинди. और कोई तो मेरा निखा बोलती Как бы она на английском не супер болтает. Ниха сейчас показывает фотографии моих родителей, моего брата, ну, невестки и свекрови своей. Which one saree you like this? Orange color, na? Orange or yellow? Which one you like? Where is yellow? Which one? साड़ी कौन सी साड़ी अच्छी है Orange भाभी? भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, but orange. ये 200-300 रुपए का साड़ी. This is, ज़्यादा अच्छा है. हाँ? Which? Orange. Orange अच्छा. हाँ. अरे छान ना? अच्छा है ना? अरे वाह. Это я сейчас Нихе показывала свое новое сари с блузкой. Она просто в восторге. Говорит, боже мой, какая красота. Здесь такое не шьют в Матеране. Очень ей понравилось. Напомню, это мне подарила Калавати. И там же мне и пошили эту блузку. Блауз называется. Как топик. ये देखो 300 रुपए का कैसा. Вот. И вот ये это साड़ी. вот сари. हाँ, ये पसंद. Это сари वो बिल्कुल नहीं попроще. पसंद. Оно дешевле, и Ниха сразу же поняла. Но вот по мне так оно тоже шикарно выглядит. पर इसको Очень красивый цвет и материал такой. Но Ниха сразу поняла, ну это, говорит, самое обычное. А вот это вот сари, которое подарила мне Калавати, оно дорогое, оно действительно очень дорогое. Его даже нельзя стирать. Не то, что в машинке, руками нельзя, только в химчистку нужно отдавать. И вот мне Калавати еще сказала, предупредила, мол, говорит, ты носи аккуратно, чтобы ты смогла несколько раз его надеть. Женщины, говорит, индианки, такое сари стирают раз в год, раз 5 наденут и потом сдают в химчистку. И надо очень аккуратно, чтобы не запачкать. Кто про что, а я всю мебель рассматриваю. Вот посмотрите, стол-трансформер. Папубай, муж Нихи, показывает, как можно. Стол одним движением превращается в стенку. И шкафы мне очень нравятся.
Потолок тоже красивый. Все, ладно, мы уже уходим. Окей, bye, thank you. Увидимся, see you. Кто это? Какая-то соседка, не знаю. Возможно, эта женщина пришла свекрови в гости. So 1 week she don't have time. So after she coming, she write all. We make. Ага, окей, говорит, неделю меня не беспокоить, я буду занята подготовкой к Дивали, буду все убирать, готовить, а потом, говорит, мы решим, обсудим, какие ингредиенты нужны, и встретимся и устроим мастер-класс по приготовлению ладу. Ну что, вот мы и дома, посидели хорошо. Мы, так, в основном разговаривали на тему конкурса, естественно, обсудили некоторых наших общих знакомых, как без этого. И был еще момент, который жутко не понравился Параму. Ну, собственно, о чем я сейчас с вами и хочу поговорить. Значит, когда я показала фотографии своих родителей, кто-то спросил, ну, не Ниха и так знает, кто-то спросил, мол, Наташа, а у тебя родители вместе живут или они в разводе? Это у них первый брак или не первый? Ну, у меня родители поженились достаточно рано и, слава богу, до сих пор вместе. Вот. Но индийцы считают, что мы, иностранцы, только и делаем, что меняем отношения, разводимся, заново женимся. Вот у них такое вот о нас мнение, такая вот у нас репутация. Да, это серьезно так, и они любят это обсудить, об этом поговорить. Вот еще Ниха вспомнила 2 знаменитых игроков в крикет, которые развелись тоже вот с иностранками. И, значит, они об этом решили пообщаться, а для Парама это как красная тряпка для быка. Знаете, настолько это неприятно. Я сейчас ни капельки не драматизирую, когда, затрагиваясь эта тема, Парам начинает на меня так смотреть, как будто бы я реально в чем-то виновата, или как будто бы там на мне клеймо. Очень-очень неприятно, хотя я ему никогда в жизни и повода не давала вообще как-то, да, усомниться в своих отношениях к нему. И вот когда стали расспрашивать про моих родителей, ну это нормально, да, но почему бы не спросить, раз они любят эту тему, обсуждать, там сидим, сплетничаем, а Параму это тоже не понравилось. Он это считал как будто бы они там интересуются, что, мол, если у меня родственников несколько было браков, то значит и я такая, как говорится, яблочко от яблоньки недалеко падает. И тут Парам еще вспомнил, что у меня бабушка несколько раз была замужем, но после того, как овдовела, ну что тут, как бы это вполне нормально, ни о чем это не говорит. И я ему это сказала, а Парам, ну зато у тебя подруги, ну у меня действительно многие подруги разводились и заново выходили замуж, что, мол, раз для вас это так легко поменять мужа, который там не пьет, не бьет, и выйти замуж там во 2-й раз, то типа, в общем, я потенциально опасная, потенциально непреданная женщина. Вот так вот можно меня охарактеризовать, как думает Парам. Ну и, наверное, большинство индийцев, к сожалению, так считают. Вот, ну, действительно, вот я хочу сейчас дать совет на будущее, может, кому-то, кто планирует выходить замуж за индийца, никогда не рассказывайте про своих подруг, которые разводились. Вот я имела такую неосторожность. Вот у меня как раз недавно подружка развелась со своим мужем, подружка, которую Парам знает. И это как раз тот случай, когда муж не пил, не бил и ребенка любил, ну, в принципе, нормальный во всех отношениях, но она не была с ним счастливой. Но это ж настолько важно, да, для нас. Жизнь-то одна, и вот она встретила мужчину, который ее полюбил, которого она полюбила. И вот она мне об этом рассказала и прислала много видео. В общем, прислала видео, как он ей делает предложение, как он ей в Париже на фоне Эйфелевой башни дарит кольцо обручальное там с бриллиантами. Ну, в общем, я показала это видео Параму. Боже, какая же я дура, зачем я это показала? Ну, я хотела, знаете, я за нее рада, действительно, я подружку эту люблю, я за нее очень обрадовалась. Но Парам, в общем, мягко говоря, он ни на секундочку, ни капельки не разделил с нами эту радость. И вот
случаю каждый раз вспоминает об этом, и, мол, Наташа, может быть, и ты так хочешь, как она, может быть, и ты вот так вот встретишь. И плешь проедает, поэтому советую никогда не рассказывайте там про своих подруг. Сейчас я еще один момент уточню, а то, может, кто не знает, для индианок традиционно муж – это Бог. Уйди, комар. Да, здесь женщины молятся на своего мужа, ноги им моют, по имени не обращаются, только там в уважительной форме. И раньше была еще такая традиция жуткая, если, не дай бог, муж умирает раньше жены, женщина должна умереть вместе с ним на погребальном костре. Вот, ну, слава богу, сейчас такого нет. Я вам сейчас рассказываю просто, чтобы вы понимали, насколько здесь серьезное отношение к теме брака. То, о чем мы разговаривали у Нихи в гостях, по фотографиям не очень понятно, поэтому я решила вам показать. Значит, вот это вот блауз, который мне пошили в Карнатаке. Посмотрите, какая красота, какая сложная работа, какая отделка. Вот здесь вот камушки, вот вышивка, павлин какой красивый. Здесь это вообще спинка, вот посмотрите, какая окантовочка идет. И переворачиваем. Переворачиваем. Здесь тоже, смотрите, как интересно сделали окантовку, асимметрию по-современному. Вот еще такие вот бомбошки. Ну, очень интересная модель. И вот то, что у нас здесь в Матеране шьют портнихи. Посмотрите, ничего особенного. Такой вот обычный дизайн. Простая такая вот блузочка. Хотя она мне казалась непростой, пока у меня не появилось это. Вот, ну и сразу покажу все сари. Получается, это вот комплект идет, то, что мне подарила Калавати. Деликатная ткань, эту ткань можно только в химчистку сдавать. И у нас в Матеране нет такой услуги. Это только надо ехать в город, в Нерал или в Карджет и отдавать где-то 1500. Так что вот такой вот уход. Немало баба хлопот купила порося. Вот, так что мне теперь, буду ждать, когда будет повод нарядиться. Кстати, повод, возможно, будет скоро. Сейчас я вам расскажу. Значит, друзья, есть большая вероятность, что уже совсем скоро, буквально через несколько месяцев, мы вместе с вами будем гулять на свадьбе. У кого? Догадались? У Бовина, да. Возвращаясь, кстати, к предыдущей теме, родители нашли ему невесту, хорошую индианочку. Напоминаю, Бовин все мечтал жениться на иностранке, но родители все-таки считают, что гораздо надежнее будет союз с индианкой. Но мы уже в следующей серии с вами более подробно об этом поговорим. Ну а на сегодня все. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.